Это канал Тайны Счастья. Это я, мастер Ольга. Начинаем открывать тайны. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, мастер Ольга. Вы знаете, удивительно, но за последнюю неделю ко мне пришло такое солидное количество людей с одним и тем же вопросом. Что я сделал, что мой партнер перестал мне отвечать, что мой партнер или партнерша бросил меня? Я думаю, что именно этот вопрос нужно сделать расклад сегодня на этот вопрос. Соответственно, это гадание подходит, этот расклад и для мужчин, и для женщин, он абсолютно универсально. Ответ... Вернее, вопрос, на который мы хотим получить ответ сегодня, это что же я такое сделал или сделала, что мой партнер перестал мне отвечать, или моя девушка перестала мне отвечать, или бросила меня. Потому что обычно все эти рассказы выглядят так, что все было прекрасно, все было отлично, вдруг посреди полного здоровья человек вас бросил или перестал отвечать полностью и тотально. Давайте же посмотрим, что вдруг вы могли сделать, что вызвало такую ответную реакцию. Я думаю, что я сделаю 5 вариантов, потому что не будем делать слишком большой расклад. Здесь большие поиски не так уж и нужны. Хорошо бы разобраться, в принципе, что происходит. Так, сейчас мы сделаем 5 вариантиков и немножечко их уточним. Чуть-чуть так вот сделаем. Итак, 5 вариантов. Раз, два, три, 4 и 5. 5 вариантов карт. Вопрос, что я такое сделал или сделала, что мой любимый или любимая меня бросил или перестал каким-то образом выходить на связь. Выбрали карту, которая вам подходит, вариант, который вы будете смотреть. Давайте посмотрим. Я их вскрою сразу все и просто буду вынимать на них уточнения. Итак, карта номер 1. Ну, смотрите, судя по всему, вы вообще-то эти отношения довели до финала, похоже, сами. То есть эти отношения были уже довольно-таки мертвыми. И человек, соответственно, просто подытожил. Видимо, не видел достаточного от вас какого-то ответа. Давайте-ка уточним. Как раз у меня здесь моя любимая колода Санта-Муэрта. Что ж такое тут? Вот, даже выронила. Смотрим. Да, была любовь между вами. Были очень-очень близкие отношения. Вы были как Бонни и Клайд, вдвоем против всех. Ну и, похоже, вы заигрались в борьбе. Похоже, ваша борьба так вас сильно захватила, что на партнера, похоже, у вас уже просто не осталось. Да. Просто не осталось силы и интереса. Похоже, в этом месте ваши интересы просто разошлись. Вот такой вариант. Итак, вариант номер 2. Смотрим. Интересно, что вы сделали, что ваш партнер разорвал с вами отношения или женщина разорвала с вами отношения. Потому что карта-то хорошая, честно говоря. Карта про парность, про близость, про... Вот никогда бы не подумала, что такая карта может выпасть на причину разрыва. Давайте посмотрим уточнение. Что такое вы сделали, что ваш любимый или любимая вас бросили? Колесо фортуны. Так. Посмотрим поточнее.
Так. Сейчас я вам все объясню, как только выясню. Это сама Санта-Муэрта. Прям старшие арканы у вас тут все. Но, похоже, вы задушили своего партнера в объятиях. Вы были настолько близки, что вы начали поглощать буквально своего партнера, не давая ему ни жизни, никакого движения, ничего. Ваша любовь не выдержала и спаслась бегством. Вариант номер 3. Похоже, вы слишком много работали, были сильно погружены в работу, были сильно погружены в какие-то свои дела. Видите, на этой карте человек занят чем-то, вот в частности, там, занимается садоводством, и точно здесь рядом с ним никого нет. Давайте посмотрим уточнение. Так, это немножечко подвинем. Вот опять же сад. Сейчас вытащу все и поподробнее скажу. Хочу увидеть сначала всю картину. Да, но это в каком-то смысле похоже в чем-то на первый вариант, быть может. В общем, история в том, что вы слишком сильно увлеклись, может быть, борьбой, там, можно сказать, борьбой с сорняками, да, занимаясь своим садом. Вы в какой-то внутренней войне находитесь, в чем-то внутреннем. Видите, у нас тут одни мечи к тому же. И ваш партнер просто не выдержал, или ваша женщина не выдержала, и вы оставили в полном одиночестве, человек просто ушел. Вы не уделяли, опять же, достаточно внимания человеку. Так, карта номер 4 смотрим. Вот это тоже удивительно, потому что карта опять хорошая. То есть это звезда, но в этой колоде это про семейную жизнь. Предположу, что, наверное, уделяли очень много внимания детям, но давайте все-таки посмотрим уточнение. По этой карте уточнение. Так. Так. Ну, видите, это вот все королевы пошли у нас. Так. Ну да. Наверное, это больше касается женщин, я предположу, но все же, повторюсь, у нас универсальный расклад, он подходит и для того, и для другого, но это какая-то все-таки женская история. Вы прям такая мать семейства, и, знаете, и за садом, и за детьми, и за домом, и полный порядок. Ну, мужик собрал просто барахло и ушел. Ему не нашлось места. Видите, вот по этой карте. Очень про семью, про детей. То есть для мужчины все-таки подозреваю, что это вот для мужчины. Да, здесь уж больно так все прям точненько. Просто не осталось места совершенно, потому что не было ему ни места, ни интереса, ни внимания. Вот так вот бывает. К вопросу, почему выбирают не прекрасных хозяек, почему выбирают кого-то другого, в том числе и поэтому. Так, смотрим последнюю, 5-ю карту. Ага, ну эта карта интересная, она про какую-то невероятную внутреннюю энергию, несмотря на то, что это маг в этой колоде. Сейчас уточним, опять же, может, вы на него просто банально переколдовали, вот, но скорее, ну такой вариант тоже возможен. Но это скорее про, возможно, и про характер, когда, знаете, у человека все горит, пылает, сверкает, шипит и так далее, и так далее. И партнер мог не выдержать. Сейчас уточнение посмотрим по этой карте.
Там, видите, у нее на столе у этой женщины примерно то же самое, что и у меня. Палочка, шарики всякие хрустальные. Так, смотрим уточнение. Угу. Вытащу тоже сначала все карты и посмотрим на них. Интересно. Вот она, вся эта наша череда карт. Похоже, вы очень-очень погружены в какую-то такую паранормальную активность и недостаточно много времени уделяете вот просто банальным, обычным человеческим отношениям. Куда-нибудь сходить, что-нибудь сделать. То есть тоже получается какой-то неприкаянный партнер. Неприкаянный партнер. Да, вот такой вот ответ. Знаете, удивлена я, что не выпал ни один вариант по поводу нехватки денег. Давайте сейчас спонтанно выберем 6-й дополнительный вариант и посмотрим, что могло быть, что здесь у нас с вами не указано. Посмотрим на него. Вот просто про дурной характер, опять не про деньги. То есть это про склоки, это про какую-то злобность. Что-то такое. Давайте сюда ради интереса опять же вытащим. А, вот про деньги. Потому что я удивлена, честно говоря, потому что это довольно частый вариант. И еще один вариант. Да, вот он тот самый вариант, о котором я думала, что он выпадет из основных, и он не выпал. Это, наверное, вариант для мужчин как раз. Вариант, что вы либо очень скупы, банально, либо тратите деньги на что-то другое, например, на других женщин. Император, да. Это чисто мужская история. Видите, у нас тут спонтанно получилось не 5, а 6 вариантов. Ну что ж, надеюсь, этот расклад дает вам ответ на тот вопрос, который вас интересует, что случилось. Вы сможете каким-то образом сделать вывод из этой информации и попытаться, возможно, что-нибудь в вашей личной жизни поправить. Что ж, удачи вам и всем удачного дня. Пока.